Всем привет! С вами я, Максим, вы на канале Мотомаксимус, и сегодня мы поговорим вот об этом комплекте. Два датчика для мотоцикла, контроль давления в шинах. Мы не будем сейчас говорить о том, как важно следить за давлением. Это начинается от расхода бензина и заканчивается тем, что если вы на спущенном колесе где-нибудь в яму влетите, у вас могут пострадать и покрышка, и диск. К своему стыду должен признать, что у меня, сколько лет я путешествую, до сих пор нет системы контроля давления в шинах. Только сейчас я к этому почему-то пришел. Заказал я этот комплект на AliExpress. Ссылочка, как всегда, в описании. Итак, вот такая небольшая коробочка. Внутри идет инструкция к применению. Кстати, вся на английском языке. Все понятно. Итак, что у нас внутри? Вот такая штуковина. Не знаю, включится она или нет. Наверное, надо зарядить. Вот этот циферблат вешается на руль. И он показывает давление в обоих колесах. И показывает температуру в обоих колесах. Но самое здесь интересное не он, а датчики. В интернете очень много мотоциклисты выкладывают видео про датчики в колесах, но в основном все покупают колпачки. Колпачок, ты его накрутил на колесо, поставил эту штуку на руль, все, сел, поехал. Я сделал выбор в сторону вот таких вот датчиков, которые вставляются внутрь. Сейчас попытаюсь объяснить ход моих мыслей, почему именно такой вариант. Ну, во-первых, что первое приходит в голову, это то, что те колпачки, которые вы накручиваете на ниппеля колес, их могут попросту тиснуть. И да, я знаю, там есть ключик, они очень жестко прикручиваются, но если шпана их, может быть, рукой не открутит, то есть и непорядочные наши с вами собратья, у которых может быть такая система, датчик потерялся, они пойдут у вас тиснут. Ну, в общем, не хочу я об этом думать, когда где-то бросаю мотоцикл, эту штуку не украдут. Ну, максимум вот красивый вот этот вот колпачок украдут, но система продолжит работать. Это первое, почему я выбрал именно такой вариант, который вставляется внутрь колеса. Вторая причина, по которой мой выбор пал на такие датчики, это то, что когда вы накручиваете колпачок, грубо говоря, он работает следующим образом. Когда вы его накручиваете на ваш ниппель, он поддавливает ваш золотничок внутри, у вас колесо начинает давить в датчик, и датчик показывает давление. Ну, по сути, если с датчиком что-то случится, и он начнет где-то пропускать, он просто-напросто спустит вам колесо. Здесь же все перекрыто, как в стандартной системе, а давление приходится вот на эту часть, и она показывает вам давление, соответственно, она внутри колеса. Вы скажете: о, чувак, это неудобно. Во-первых, надо монтировать ее внутрь колеса, а во-вторых, батарейка сядет, как поменяешь. Ну, смотрите, по поводу монтажа внутри колеса, ну, не знаю, я каждый сезон меняю колеса. Ну, раз в сезон я точно бортирую колеса, меняю там или еще что-то делаю, поэтому это вообще не проблема, при условии, что батареек, которые здесь стоят, как заявляет производитель, хватает где-то года на 2-3. Так что этих датчиков должно хватить мне года на 2, и поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что они там сидят внутри. Единственный есть нюанс, то что вот в колпачке, да, там все очень просто. Ты его раскрутил, батареечку поменял, и все, и поехал дальше. Тут же немножечко другая система, батарейка здесь запаяна, и когда придет время ее менять, ее нужно будет аккуратно вскрыть, вот этот вот залитый вот пластик, и заменить, перепаять внутри батарейку. Но опять же, YouTube нам в помощь, там есть куча видео о том, как это делается, поэтому проблемы я в этом не вижу. Ну и что тут у нас еще в коробке? В коробке самое интересное, есть же еще крепление на руль. Я не уверен, что этот датчик сядет у меня на руль, но тем не менее, вот такой вот крепеж, который позволяет закрепить вам его, так он сюда накручивается, позволяет закрепить вам его на руль, вывести так, чтобы вам было его удобно видеть, и вы будете на него смотреть. На руль, скорее всего, крепить не буду, во-первых, потому что у меня элементарно там уже нету места, а во-вторых, потому что есть там у меня одно местечко, куда я его уже запланировал, где он же заряжается от USB, у него вот здесь вот зарядочка, поэтому я его поближе туда, к месту, где у меня USB, для того, чтобы в любое время я мог вот этот проводок подсоединить и подзарядить сам прибор. Проводок, кстати, USB на мини-USB. В общем, вот такая комплектация. По сути, это все коробка, пакет и мануал, провод, приемник, крепление на руль и два датчика, которые вставляются в колеса. Ну а дальше будем эксплуатировать и поймем, удобно это или нет. Ну, я думаю, что удобно. Так что поехали на шиномонтаж.
Меняем покрышки, ставим датчики давления, ну и будем все это настраивать, включать, смотреть, как все это работает. Итак, я приехал с шиномонтажки, переобул заднее и переднее колесо, все, одел на нее долгожданный Mitas E07+, если честно, уже безумно хочется его потестировать, но пока что зима, придется ждать весны, чтобы нормально покататься. Так, по поводу датчиков колес. Я признаюсь, честно, лопухнулся, я хотел прям вот процесс установки вам показать, взять с собой камеру на шиномонтажку, но что-то в попыхах забыл саму камеру. Ну, не суть. Сняли покрышку, взяли датчик, который я вам показывал, вставили снизу, сверху затянули. Все очень просто, элементарно. Родные соски мы срезали, выкинули. Он вставляется, прикручивается, вообще ничего не нужно. Один ключик и плоскогубцами придержать. Датчик потом поставить. Как только поставили, как только накачали чуть больше атмосферы, прибор сразу колеса увидел. Судя по всему, ну и на шиномонтажке это сказали, я это уже понял, меньше атмосферы он давление не показывает. Ну вот такая особенность. Но все, что выше, показывает. И, кстати, вот в подтверждение моих слов, того, что все-таки мой выбор пал не на колпачки, которые показывают давление, а вот именно на такую систему, мне и на шиномонтажке сказали, вот эти все, говорит, колпачки, штука очень ненадежная, потому что, ну, во-первых, они в грязи там постоянно, в воде, часто выходят из строя, и, говорит, вот смотри, элементарно, у тебя колесо подспустило, манометра нету, ты его накачиваешь, и давление не видишь. Чтобы посмотреть давление, тебе нужно накрутить колпачок. А так ты качаешь, и у тебя сразу прибор показывает, какое давление. Поэтому, говорит, правильно сделал, что выбрал такое. Ну, посмотрим. А сейчас я устанавливаю колеса и перейду к установке блока самого, который показывает вот где-то здесь, где органы управления, где циферблат буду ставить. Ну, покажу этот тоже процесс и покажу его в работе. Как вот он себя ведет, когда там, если колесо перекачано или наоборот, резко упало давление, покажу, как он все это сигнализирует. Я уже доволен, честно признаюсь. Посмотрю, что будет дальше. Колеса я установил, датчики внутри колес. Ну и самое интересное, установка прибора. Напомню, в комплекте шло вот такое вот устройство. Его, скорее всего, можно прикрепить на руль куда-нибудь, чтобы прибор смотрел на вас. Но руль у меня довольно-таки сильно загружен, это раз. А во-вторых, в принципе, я придерживаюсь такой концепции, что на руль я вешаю только то, что мне нужно постоянно к чему доступ, а этот прибор, мне к нему постоянный доступ не нужен. В принципе, периодически его проверять, а если происходит что-то экстренное, он сам тебя оповещает. Поэтому я планирую его повесить куда-нибудь вот в этот район или в этот. Здесь у меня USB разъем, и я смогу его подзаряжать, соответственно, от них. И у меня, в принципе, все будет видно. Итак, включаем прибор, включаем, удерживаем, и все, сразу он показывает переднее колесо 2,5. Заднее колесо 2,8. В том случае, если вы его включаете и колеса спущены, он начинает пищать, сигнализировать. Соответственно, если вы его на ночь выключили, допустим, собираетесь куда-то ехать, прибор включили, он сразу вам просигнализирует, если вдруг какой-то из колес спустило. Плюс ко всему, когда долго его не трогаешь, он уходит в спящий режим, батарейка не тратится. Но стоит одному из колес начать спускать или какие-то изменения, он сразу загорается у него экран, и он начинает вам моргать, сигнализировать. Вот я думаю, либо здесь он будет стоять. Решил повесить его здесь. Здесь у меня есть USB разъемы, соответственно, я без труда смогу его заряжать. Плюс ко всему, он не мешает моему телефону, он же навигатор, хоть в таком положении, хоть в таком. И в принципе, вот у меня свободный доступ до кнопки, чтобы его включить или выключить. Кстати, пока устанавливал, обнаружил интересную особенность. Не только сам прибор засыпает и уходит в спящий режим, но и датчики колес. Я примерно с полчаса возился с прибором, он был все время включен. И смотрю, раз, пропали датчики. Ну, соответственно, пропало давление, не показывает ни переднее, ни заднее. Не пишет ошибку, просто не показывает. Провернул заднее колесо, появилось давление заднего колеса. Провернул переднее, появилось переднее. Соответственно, прибор экономит не только свою батарейку, но и те батарейки, которые стоят в датчиках, они тоже экономятся за счет того, что датчики уходят в сон. Соответственно, в инструкции написано, что мне этих датчиков хватит на 2-3 года. Но я думаю, тут еще имеет значение то, как часто я буду ездить. Поэтому эта функция мне тоже очень нравится. Вот сейчас 2,5 перед, 2,8 зад, температура по 24 градуса, соответственно, температура гаража.
Так, друзья, ну и давайте протестируем. Вот у меня перед 2.3, зад 2.8. Сейчас я вручную спущу переднее колесо и посмотрим, как отреагирует на это прибор. Спускаю до минимума. Так, поехали. Так, слышу, уже прибор запищал. Вот, смотрите, 1,3 давление. Он начинает моргать красным, он начинает пищать, издавать звуки пищащие и показывает, что у меня падает давление. Соответственно, я в движении еду, резкое падение давления, я об этом сразу же узнаю. Это просто супер, мне это нравится, прямо класс. Ну, теперь надо накачать, конечно, переднее колесо. Так, а как сбрасывается? Сбрасываем мы, ну вот, нажали кнопку, все, мы показываем прибору, что мы видим, прекрати пищать. Ну и по сути, пока не накачаем, я думаю, он будет моргать, потому что нижнее деление у меня стоит 2 атмосферы. Соответственно, пока я до 2 атмосфер не наберу, он не успокоится. Ну что, друзья, работает и причем очень достойно. Поэтому подводим итог. Прибор однозначно работает. Ссылочку на продавца, напомню, брал на AliExpress, оставляю в описании. Ну и как себя поведет в эксплуатации, мы увидим в сезоне 2021 года. Если будут какие-то нарекания, я обязательно о них скажу. Поэтому, друзья, я думаю, можно завершить это видео. Прибор рабочий, датчики рабочие. Мне, повторюсь, нравится то, что я взял именно внутренние датчики, не наружные. Поэтому, что могу сказать, друзья, покупайте на свои мотоциклы интересные и полезные гаджеты, путешествуйте и всем добра.